Всем привет, дорогие друзья, на канале Paikmaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику истории персонажей из игры GTA 4. Сегодня расскажу про Дуэйн Фордж. Дуэйн Фордж – второстепенный персонаж и, возможно, друг в GTA 4, бывший криминальный авторитет и наркоторговец в Северной Голландии, один из немногих, кто отсидел срок за совершенные преступления. Родился в Либерти-Сити в 1973 году. В детстве мечтал стать полицейским, но повзрослев, он связался с людьми, которые занимались наркобизнесом. Познакомившись с ними, он начал работать дилером. Во время этой работы он однажды познакомился с Треем Стюартом, с которым он быстро подружился. Также в те времена Дуэйн любил золотые цепи и хотел приобрести самый дорогой пейджер. По словам Трея, в миссии «Голландская игра» у него еще тогда появилась любимая девушка. Все шло в гору. Трей стал называть Playboy X, начал подниматься в криминальной лестнице, благодаря Дуэйну, который учил ему суровой жизни и жил в роскошном пентхаусе. В какой-то момент Дуэйн подставил и сел в тюрьму. Предположительно, и по диалогу в истории игры 98 или 1999 год. Его подопечный по совместительству лучший друг Плейбой переехал в тот самый пентхаус и продолжил торговать веществами. Однако ему это стало казаться однообразным, и пересоединился он к разным преступным отраслям. Из редких трейдов все же провидал Дуэйна, но к 2000-м он стал делать это еще реже. Если оставить Дуэйна в живых, он станет другом Нико. Произойдет и это следующим образом. Игрок получит от него письмо по электронной почте, на котором желательно дать положительный ответ. Через некоторое время Дуэйн позвонит Нику, и с этого момента они начнут дружить. Также в этой миссии, если выбрать убить Дуэйна, но позже не сделать этого, а просто уйти и позвонить Плейбою, тот оскорбит Нику и скажет возвращаться в пентхаус, пока Дуэйн точно не устроил им горящей задницы из-за своего побега. При симпатии 75% и более игрок сможет позвонить ему, и он пришлет пару своих наемников, которые помогут разобраться с ним неприятелями. Дуэйн свободен с 11:00 до 3 часов и больше всего любит боулинг. Обедать предпочитает в фастфудах вроде Clucking Bell или других ресторанах наподобие Джерковс. Также не возбраняется пропустить с ним рюмочку в клуб Либерти в районе Нортвуд или посетить какой-либо из стриптиз-клубов в городе. Пользоваться благами от дружбы с Дуэйном у игрока получится с времена, пока уровень его расположения к Нику будет сохраняться выше 30%. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Дуэйн лысый, крупного телосложения, с бородой. Он носит черную кожаную куртку поверх белой рубашки, джинсы и ботинки. Во время их дружеских встреч Дуэйн рассказывает Нику о своей жизни, поначалу залагает крайне негативные взгляды, отражающие его убогие условия жизни и изоляцию после освобождения из тюрьмы. В это время он описывает себя как разрушившегося заботиться о жизни, демонстрируя свою депрессию и нигилизм. Однако после достаточного количества занятий с Нико Дуэйн начинает действовать более позитивно. После того, как сам Нико говорит ему перестать жаловаться и попытается наслаждаться
наслаждаться жизнью, Дуэйн наконец-то начинает делиться некоторыми позитивными взглядами и надеждами с Ником. Несмотря на то, что Дуэйн был наркоторговцем, он часто проявляет моральную чистоту, невероятную доброту и алтруизм, особенно по отношению к близким людям. Находясь в заключении, он делал все возможное, чтобы его девушка на воле ни в чем не нуждалась, и даже дарил ей машины, квартиры и банковские счета, при этом не заключая сделок с правоохранительными органами, которые могли бы предать его союзников. Дуэйн взял к себе Playboy X и стал ему отцом, научил его продавать наркотики и помог построить криминальную империю. Если Ник решит убить Playboy X, Дуэйн искренне опечалится его смертью, сетуя на то, что когда-то был хорошим парнем. Похоже, Дуэйну нравится хип-хоп, так как его любимая радиостанция T-Beat 102.7 и T-Classics 104.1. Возможно, ему также нравится T-Viber 98.8, так как она звучит в его квартире. По собственным же словам, в детстве мечтал стать копом, однако из-за прибыльных наркотиков он и сам стал дилером, хотя сам наркотики не употреблял. Очень опасаясь того, что все его одноклассники по сути стали зависимыми от крэка. В The Lost Demon и балладу Гейтони в базе данных Дуэйн отмечен как под стражей, подобный есть у Билли Грея в GTA 4 с балладой Гейтони. Задания Дуэйна можно выполнять после прохождения игры, так как они не являются обязательными для продолжения сюжетной линии. У Дуэйна в игре есть 3 разных голосовых сообщения, больше, чем у любого другого персонажа. Дуэйн утверждает, что едва умеет читать, единственное доказательство его электронное письмо, хотя оно далеко не такое идеально, как у всех остальных персонажей. Он, похоже, грамотен, хотя использует интернет-сленги, например, «а2» вместо «два» словом. Их с Плейбоем отношения похожи на отношения Михаила Фаустина и Дмитрия Расколова. Они давно знают друг друга, и один из них в конце концов предаст другого. Плейбой передает Дуэйна в голландскую пьесе, а Дмитрий передает Михаила в «Хозяин и молот». На ринге подземные бои в клетке можно услышать голос, почти идентичному голосу Дуэйна, который подбадривает игрока, когда тот решает понаблюдать за боем. Во время дружеских мероприятий Дуэйн обычно может встретиться возле разных аптек в Нотвуде. В одном из разговоров с Ник он также говорит, что у него депрессия, возможно, ему стоит принять лекарство. Он похож на персонажа Эйвона Баркседейл из сериала «Прослушка», так как хочет, чтобы его бизнес оставался незаконным и не желает меняться, в то время как Playboy X похож на другого персонажа из того же сериала, Стрингера Белла, так как хочет превратить свои махинации с наркотиками в легальный бизнес. Конфликт между ними что-то похоже на конфликт между Эйвоном и Стрингером, который привел к смерти Стрингера. Дуэйн спорит с одним из своих соседей, Джимми Кандом. Впрочем, этот спор никогда не раскрывается. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Подписывайтесь на Boosty. Вы сможете увидеть файлы моментов с прохождений. Также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов и доступ к закрытому телеграм-каналу, где будут реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест. Так что успейте написать мне в ЛСВК. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. И на этом история про Дуэйна Форджа из игры GTA 4 подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте про действия, которые видите прямо на вашем канале. Лайк, колокольчики и подписка на канал. С вами был Михаил, с канала Пейкмейкер.